какой силой натянута мышца бицепс при подъеме ядра весом 80 ньютонов, если расстояние от центра ядра до локтя 32 см, а от локтя до места закрепления мышцы 4 см. Известно два расстояния. L1 равно 4 см и L2 равно 32 см. Естественно, вес ядра, который поднимаем, P равно 80 ньютонов. Дальше спрашивается, с какой силой натянута мышца. F равно знак вопроса. Изобразим, каким образом это все выглядит. В рисунке это кость предплечья. Здесь идет сустав. Сустав идет в эту сторону. Здесь лежит ядро. От точки до локтя это расстояние будет до центра ядра L2. А тут мышца крепится вот здесь. Вот таким образом. Это расстояние маленькое. L1. Для того, чтобы как-то больше увеличить это все, давайте отметим, что подъем относительно вот этой точки. Можем нарисовать таким образом, что точка от локтя крепится мышца, которая поднимает это все вверх на расстоянии L1. И здесь ядро. Расстояние от центра ядра тоже до локтя L2. Известно вес ядра P равно 80 ньютонов. Нужно определить, с какой силой действует мышца, когда поднимает вот это ядро. Что мы можем сказать? Стандартная схема рычага с точкой крепления именно вот в этом месте. Относительно этой точки действует сила. Одна сила действует вверх, другая сила, рисуем, она будет действовать вниз. Для того, чтобы все находилось в равновесии или определить, каким образом, какую силу надо, чтобы хотя бы удержать это ядро, необходимо посмотреть, как действуют моменты этих сил. В данном случае ядро действует по часовой стрелке. Возьмем его как плюсовое значение движения. Момент силы, которая действует ядро, будет положительный, а сила, которая удерживает этот локоть или этот рычаг, будет отрицательной. Либо наоборот можно брать. Собственно говоря, это не очень-то и принципиально. В всяком случае, принципиально заключается в том, что момент силы, который действует мышцы, и момент силы ядра, они должны быть по модулю одинаковые. Независимо от того, что они в противоположном направлении действуют. Но величины модуля этих моментов сил должны быть одинаковые. Запишем, какой момент силы действует силой F. Момент силы F будет равен сила F, что множится на L1. Если берем модуль, просто берем уже без векторного значения, числовое значение, потому что мы знаем, что они должны быть равны. И момент силы P ядра будет равно P умножить на L2. Теперь можно, поскольку известны вот эти три величины, можем определить, чему равна сила F. Сравниваем модули этих моментов сил, и то получается, что модуль силы, действующей F, должен быть равен модулю силы, которая действует P ядра. F умножить на L1 равно P умножить на L2. Что нам здесь неизвестно? Неизвестна только одна величина F. Просто ищем сейчас F равно P умножить на L2 и разделить на L1. Сантиметры здесь указаны, но можно было превратить системные единицы в метры, но это не обязательно. Почему? Потому что, обратите внимание, сантиметры один вверху, второй внизу, они просто сократятся. P равно 80 ньютонов умножим на L2. Это 32 сантиметра. И делим на 4 сантиметра. Сантиметр сокращается. Четверкой 32 тоже можно сократить. Тут будет 8. Это будет равно сколько? 640 ньютонов. Итак, сила мышцы, которая действует в данной ситуации, будет F равно 640 ньютонов. Это для того, чтобы удержать ядро весом 80 ньютонов. В данной ситуации нужно только четко определить, относительно какой точки происходит вращение, в данном случае локтевого сустава, ну и размеры, те, которые здесь указаны. Подставим, получили значение.